Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за нашими встречами со Снежаной Егоровой. Она на связи. Снежана, приветствую вас. Здравствуйте, Саша, здравствуйте, друзья. Снежана, знаете, и так какое-то было очень и очень вязко и достаточно неопределенное, вот такое, да, очень и очень на тоненькую, ситуация вот эта вот вокруг переговоров в Абу-Даби. И вроде как и обмен произошел, и это вроде как хорошо, да, то есть 157 на 157, и обменяли, и вроде как позитив, и обещают встречаться снова, но все равно кажется, что полный провал. И вот сегодня приходят новости, что зама переговорной группы ГРУ Костюкова, генерала Алексеева, в него стреляли в подъезде. Значит, вроде как борются за его жизнь медики в тяжелом состоянии, но явно это была ликвидация, потому что выпущено несколько пуль, и как раз-таки ровно на следующий день, после переговоров, после того, как Зеленский объявил во всеуслышание, что готовятся новые операции, утвержден какой-то план, будем делать больно россиянам, и вообще какой-то такой некрофильский какой-то у него был посыл, ровно как вчера, да, очень грустен, но потужен, говорит, за январь месяц 30 тысяч русских убили, будем убивать больше. То есть конкретно вся война сводится к вот этому числу, да, а сколько мы там убили россиян на поле боя или не на поле боя. И вот это сейчас такая интрига, она повисла на момент нашего разговора, наверное, там последуют какие-то официальные комментарии, или опять, собственно, россияне скажут, ну все, нет, ну да, это, конечно, вопиющий случай, будем, в общем, разбираться, но переговоры, выходить из них не будем. Или наоборот, что-то, как у нас говорят в Украине, в лисе сдохнет, и русские выйдут, хлопнут дверью, сказать, ничего себе, на второй день после переговоров вы зама переговорной группы Костюкова, скажем так, в него стреляйте. Причем не важно, кто стрелял, расследование, все понимают, кому выгодно и, собственно, зачем это делается. Но тогда получится определенное решение. И вот тут есть такой общефилософский вопрос. С одной стороны, хлопнуть дверью и сказать, все, закрываем все переговоры, это тоже облегчение в каком-то плане, что теперь будет все однозначно и понятно. С другой стороны, тогда и конца и края не видно войне, и непонятно до каких масштабов она может дойти. Какие мысли у вас по этому поводу? Вы к какому числу относитесь, у которых стакан наполовину полон или наполовину пуст? Я отношусь к тем людям, которые живут по другому анекдоту, знаете. Когда женщина приходит к врачу и говорит, я хочу ребенка, никак не могу забеременеть. А он говорит, выпейте стакан воды. Она говорит, скажите, пожалуйста, до секса или после секса? Он говорит, вместо секса, понимаете? Поэтому стакан наполовину полон или пуст, это в зависимости от того, с какой стороны ты смотришь, и кто этот стакан наполняет, и с какими целями этот стакан потом и кем выпивается. Но мы же прекрасно видим, знаем, уже 1000 раз это сказано, говорено, переговорено, что с украинской стороны нет никакого желания и стремления договариваться. Поэтому все эти переговорные группы – это буря в стакане, понимаете, это колокольчики, звоночки, бубенчики, это бантики, понимаете, это фишечки, плюшечки, все что угодно, но только не переговоры. То есть они меняют переговорные группы, они меняют города, они меняют лица, но не меняется одно, и мы это слышим, как говорится, ото всех официальных ртов, которые оглашают позицию Украины. Вічна война з одвічним ворогом. И до последнего украинца. То есть, когда украинцы, неважно, кем они там себя считают, украинскими, патриотами и патриотичными, там, украиномовными, или москвороты, русскоязычные, какие угодно, все, кто с украинскими паспортами еще по сей день, они должны понимать, что эта страна ликвидируется. Под руководством Владимира Зеленского происходит ликвидация страны. И
по большому счету, был единственный шанс у этой страны сберечься в каком-то виде, в котором мы более-менее привыкли ее осознавать и понимать, когда им поступило предложение, как говорится, стать на одну сторону истории, вспомнить, кто мы такие, что наши деды и отцы вместе воевали, отвоевали, заняли, скажем так, определенные позиции. Но как только украинцы заняли другую сторону, развернулись и стали защищать европейские ценности, как только они приняли, что их президент узурпатор и диктатор, тиран кровавый, и они его поддерживают, они воюют за вот эти так называемые европейские ценности, стало понятно, что ничего не понятно. Когда это закончится? Как это закончится? Потому что, например, у русских нет плана. Но это абсолютно очевидно. У них нет четкого плана, что они хотят получить. Что они хотят вообще от этой войны? Чего они хотят добиться? То есть да, мы слышим официальной речи, что мы хотим денацификации, там, значит, демилитаризации. Но за 4 года вместо демилитаризации произошло перевооружение. Вместо денацификации произошла ультранацификация общества и людей, которые здесь остались. Вместо тех людей, которые еще более-менее были адекватными, умеренными, лояльными, русскоязычными и еще помнили какую-то историю, значит, половина оказалась уже на территории России или там Белоруссии, половина, которая оказалась в Европе, они на самом деле поменяли свою позицию на прямо противоположную, потому что когда тебе на голову бомбы летят, и ты хоронишь там близких и людей, или гробы тягают по улицам твоих городов, или центральные аллеи, парки твоих городов превращаются в кладбища, то по большому счету у людей не остается, скажем так, возможности сохранить свой здравый смысл. Тем более, когда тебе на голову льется тонна всевозможной вот этой мути зеленой, вот этих духоподъемных, потужных и незламных новостей, а особенно, когда ты уже сидишь без света и воды, и замерзаешь в собственной квартире, то, конечно, ты ищешь виноватого. И ища вот эти вот ответи на вопроси, ти включаєш телевізор і тобі там розказують, хто там винен. І що ми незламні і потужні, якщо вже помирати, так з музикою. Тобто вони не видят, вообще не видят никакой проблемы в том, что, значит, официальные лица украинские говорят, что украинцев объединяют кладовища, то есть их объединяют кладбища. Их ничего не смущает, когда Зеленский им говорит, что будем убивать, когда Федоров говорит, что по 50 тысяч в месяц, Зеленский говорит, еще план не выполнили, только 30 убили. И вот это постоянно некромантия, некрофилия, кладбища, смерти, какие-то гробы, герои не вмирают. То есть люди уже вовлечены в этот некрофильный процесс, и они мыслят только такими категориями. То есть, когда ты видишь смерть, когда ты видишь кладбища, когда ты видишь вот эти бусификации, когда ты видишь вот этих без ног, без рук, понимаете, и у тебя нет перспективы и света в конце тоннеля, то по большому счету ты понимаешь, что от тебя ничего не зависит, что ты ничего не можешь изменить, что уже сформирован концлагерь на территории твоего государства, по периметру, значит, колючая проволока, внутри надзиратели и убийцы, которые, по сути, отлавливают людей, как на сафари, и отправляют их на убой. То есть у украинцев безысходка, у русских полное непонимание, что с этим делать. То есть мы не видим никакой вообще там план, не оглашается, по крайней мере. Может быть, где-то в недрах, значит, каких-то кабинетов он зреет, он планируется, но похоже по всем информационным потокам, которые тоже до нас долетают, потому что мы же живем в открытом пространстве, там тоже свои, скажем так, разборки, там куча людей уже обвинено и посажены многие, значит, в Министерстве обороны, что, оказывается, армию разграбили, что куча людей, значит, рапортовали о каких-то достижениях десятилетиями, а оказалось, что они бабки по карманам складывали, нанотехнологии такие незаметные, что их никто не заметил. То есть вот это все, что там происходит, и в конечном итоге мы приходим к тому, Саша, вот я об этом говорю, но люди не готовы это принять. Когда я говорю, что мы один народ и можем смотреться как в зеркало друг в друга. То есть болезни абсолютно одни и те же.
полное неуважение к народу как таковому, воровство, дураки во власти и ложь тотальная на всех уровнях. Ну и, конечно, вот эта вот преступная беспечность. То есть человек, который возглавляет переговорную группу, он настолько уязвим, что он ходит без охраны, заходит в свой подъезд, и его совершенно спокойно можно как зайца прихлопнуть. Но это, конечно, прекрасно во Ну, время не войны. возглавляет группу, а это его зам. Ну, тем не менее, Но зам группы. неважно. Короче, человек, который имеет отношение к переговорному процессу, который на лобном месте, который идентифицирован, у него есть цвет, размер, лицо, фамилия и паспорт, и оказывается, запросто можно узнать адрес его проживания, и вот так вот запросто его пострелить, как зайца на охоте. Тем более, зная, что украинская сторона, не скрывая, сообщает, что она будет убивать русских в любом виде, в любых количествах, в любом месте. И, собственно, уже давно себя позиционирует гордо, что это террористическая организация. Сама Российская Федерация объявляет Украину террористическим государством и сама же, скажем так, проявляет вот эту преступную беспечность по отношению к своим представителям военного, скажем так, корпуса. Ну, то есть мы же уже помним, что там кого-то взорвали, какого-то там ученого, кого-то там тоже подстрелили. То есть, ну, честно я вам хочу сказать, это все бред. Ну, то есть для человека, который логически мыслит, или для человека, который хотя бы штрих-пунктирно знает нашу историю, там, предыдущие войны, да, у каждой ошибки есть фамилия, имя, отчество. Опять же, прошел же этот тренд, все же уже сказали, что наши предки за это время Великую Отечественную войну закончили. То есть они уже, и, скажем так, гитлеровскую армию отбросили и уже всю Европу, как говорится, прошли, проползли по-пластунски и водрузили флаг над Рейхстагом. А здесь какая-то идет такая странная война, где одни воюют, друг другу, значит, в горло вцепляются, террористические акты планируют, Дарью Дугину, значит, там взрывают, понимаете, другие торгуют, прекрасно переписываются, встречаются на третьем каком-нибудь пространстве, да, и замечательно себя чувствуют, и, в общем-то, ведут бизнес. Ну, то есть это безумие, Саша. И разбираться в сортах безумия, это, конечно же, работа для специалистов, для психиатров. Но на Украине, как вы знаете, з помощью Уляночки Супрун, нашої, значить, чарівної, прекрасної виконувачки обов'язків здоровозахоронення в своє время, но вся психиатрия была разрушена, специалистов нет, врачей нет. То есть рассказать про диагнозы тех людей, которых нам показывают по телевизору. Но вот посмотреть на Владимира Зеленского, все его высказывания, его внешний вид, его поведение, его заявления, его алчность, его шизофрения. Там вообще диагноз на диагнозе диагнозом погоняет. Кто-то вообще дал какую-то медицинскую оценку человека, который управляет этими процессами. Посмотреть на Ермака. Ну, то есть мы уже знаем официально, что он занимался некромантией, какой-то черной магией, значит, там каких-то вокруг себя колдунов собрал, но никто вообще не дает этому никакой оценки. Посмотреть на того же Буданова. Я вообще была в восторге, мягко скажем, от его последней фоточки, значит, где у него такие засаленные грязные волосы, значит, вот такие длинные жиденькие волосики на одну сторону вот так вот, значит, заправленные. Но я думаю, что ему только не хватает квадратных усиков, и вообще вот образ его кумира, он полностью будет соответствовать желаемому результату. То есть эти все люди, они вообще кто? Притула, который ридає, що діточки українські не повернуться з Канадійщини. А кто туда их загнал вместе с их родителями на ту Канадійщину? Кто вообще здесь создал войну бесконечную? Кто беспилотники вообще скупает? Кто збирає кошти на війну, на гроби, на смерти? Стерненко, убийца, который вместо того, чтобы сидеть в тюрьме, сидит в кадре, и с ним снимают, значит, духоподъемные ролики и вирусят их
значить, по мозгам молодежи, що це був Стерненко. О боже, Стерненко! Как будто это Анджелина Джоли, понимаешь, прямо зашла и кофе купила. Ну, то есть это вообще бред. Все это бред, Саша. Ну, И это смотрите, нужно... бред не бред, тут очень важный момент, который тоже нам открывает, ну, две таких детали, да. Кто такой был этот генерал Алексеев, которого стреляли сегодня? В Винницкой области родился. В Винницкой области, уроженец Украины. Рязанское училище закончил, и это человек очень известный, как там говорят, и такой, ну, авторитетный, известный в российской военной сфере. Он стоял у истоков ЧВК «Вагнер». Все начали сегодня вспоминать вот этот момент. Помните, когда Пригожин пришел в Ростов к Минобороны искать Шойгу? И там два генерала сидят на скамеечке в беседке, и тут говорит, где там, мол, Герасимов, где Шойгу, говорит Пригожин. Ему там один отвечает, а Алексеев говорит, ну, типа, давайте, захватывайте. Как бы. Ну, то есть, видно было, да, такая непринужденная обстановка, он там посмеялся над ним. То есть, он осудил, конечно, да, вот эти все действия Пригожина тогда, в тот момент. Но, в общем, это фигура в военной среде российской. Это зам главы переговорной группы, это фигура, это уроженец Украины. Все, собственно, как бы тут карт-бланш, понимаете, разбирай не хочу, вот именно сам этот, скажем так, этот трек. Да? Вообще, что это за война, становится сразу всем понятно. Может, в этом... А Кирилл Дмитриев, который ходит сейчас от имени президента на переговоры, он кто? Не киевлянин случайно? А еще там списочек людей, которые родом с Украины. Ну, то есть кто с кем воюет, что-то мы не понимаем. То есть как вообще? А раввины, которые своих детей женят, один раввин, значит, с Украины, одесский, а второй московский раввин. То есть у них тоже нет войны. Они граждане чего или кого? Москвы и москвичей, России или Израиля. То есть, знаете, Саша, но если вот так вот посмотреть, вообще посмотреть, откуда корни, ноги растут у каждого. А Зеленский вообще, где он сделал карьеру? Где? Он что, на Украине делал карьеру? Он делал ее под боком у Александра Маслякова в клубе веселых и находчивых в Москве. И оттуда он изгнанный десантировался, как говорится, в Киев, где, собственно, я ему подмогнула в свое время, скажем так, продолжить свою актерскую карьеру. Кто эти все люди? Где, с каких вообще кабинетов, из каких точек мира они управляют процессами, которые происходят здесь на Украине? А все олигархи, Коломойский управляет из СИЗО, Фирташ решает вопросы откуда-то из Австрии, Пинчук сидит где-то с Кучмой в Швейцарии, и они управляют вот этим вот полем боя так, как хотят своих собственных интересов. А страдают простые люди. Простые вот эти люди, у которых нет миллионов и миллиардов, чтобы скупить недвижимость по всему миру и летать на частных самолетах, передвигаться на яхтах по морским путям, которые не отслеживаются даже там какими-то системами слежения, только со спутником можно их в лучшем случае обнаружить. Ну, то есть это все какой-то адский ад. Это результаты вот этой глобализации, когда мир становится без границ для тех, кто находится над ситуацией. То есть транснациональные корпорации, их агенты, сотрудники, там, не знаю кто, менеджеры, которые решают вопросы транснациональных корпораций, когда бизнес, люди, деньги, информация должны моментально, значит, перемещаться и не иметь никаких границ. А простые вот эти людишки, плебс, понимаете, они замкнуты в рамках вот этих своих клеток государственных. Кроме денег, там, финансов, там, каких-то знакомств, еще есть утехи. Шатает всю неделю как бы комплекс файлов Эпштейна, причем там неожиданным таким образом все это выворачивается. Понятно, что там, да, Меланию Трампу, в общем,
Эпштейн. Подкинул Эпштейн. Эпштейн привел, да, то есть понятно, что там вот Трамп отбивается от всех, говорит, меня там не было, Илон Маск говорит, я хотел, но как бы не доехал на этот остров, невезение. И понимаете, как бы тут такой момент. Ну так вот, если посмотреть, то страдают-то как раз-таки демократы, страдают вот эти элиты глобалистские, страдают, ну вообще как бы между демократами и республиканцами стирается определенная грань, потому что есть верхний этаж, который прогнил полностью, там с чердака капает на этот верхний этаж, и вроде, казалось бы, вид красивый открывается, возможности, да, а там на самом деле очень и очень дурно пахнет. И вот эти западные элиты, ну, наверное, все-таки я соглашусь, что проблема этого всего не в том, что там это, ну, многие сейчас высказываются, а это уже было, а это уже то, а это уже все. Проблема в том, что так а других элит нет, там все или упоминаются, или прошли через какие-то знакомства, контакты. Не обязательно имеется в виду там вот эти развратные вещи. А вот все в одной как бы банке, да, вот все, и всех Эпштейн, так сказать, туда поместил. И полетело. Британцы! Британия наша любимая является репутационно пострадавшей стороной. Над Стармером сгущаются тучи, а он там назначил послом в США человека, а он там фигурирует. Быстро надо было увольнять. Назначают другого, а он тоже там. И сейчас вот сам Стармер, похоже, должен как бы на фоне этого скандала вылететь, как пробка. Ну и другие разные страны. Польша вообще вышла и сказала, так, официальная государственная у нас комиссия, будем расследовать, изучать, читать все эти миллионы файлов, где там наши поляки. Никто, кстати, пока этого не сделал официально, хотя фигурируют и Украина, и украинцы, и украинки в этом всем. Как вы думаете, насколько это черный лебедь или... Знаете, это такой рукотворный черный лебедь. Его выпустили из клетки ровно под контролем, потому что тут нужно сразу исходить из матчасти, да? Это рукотворная история Министерства юстиции США. Они показали ровно столько, сколько хотели. Они дали ровно, ну, такие файлы с такими вот этими зарисованными подробностями в каждом там, да, листке, какие они считают нужными. То есть это абсолютно, все говорят, против Трампа, против Трампа. Но как Министерство юстиции США пойдет против Трампа, это исключительно, ну, такая контролируемая история. Или у вас другое мнение? Ну, во-первых, мое мнение, Саша, что вы неправильно даете определение. Это не черный лебедь, а черная шляпа. Потому что если мы посмотрим, Мендельсон, Шнейрсон, понимаете, всякие Вацманы, Бацманы и прочие фамилии очень специфические. И все вот эти люди, начиная с Эпштейна, их объединяет нечто. Их кое-что объединяет. Да, они любят, как Билл Гейтс, русских славянских проституток. Ну, то есть их почему-то вот тянет именно к украинкам, вовлекать их туда, к украинским детишкам их тоже тянет, к славянской, скажем так, кровушке. Но сами они, участники этих оргий и участники этих увеселений, они имеют непосредственное отношение совсем к другой этнической группе. И по этому принципу они друг к другу и притягиваются. Как говорят, а я повторяю, ученые, которые занимаются генетикой, что есть определенная этническая группа, которая в истории своей, пройдя через тонкое горлышко перемещений во времени и в пространстве, приобрела определенные качества и, соответственно, только этой этнической группе присущие генетические заболевания, побочными факторами которой являются гомосексуализм и шизофрения. Ну, то есть те люди, которые там фигурируют, они в своем генетическом коде несут вот эту нездоровую, скажем так, тему. Ну, то есть там же половина из них, вот этот Мендельсон, которого, значит, сейчас вышвырнули из палаты лордов, и который, значит, фигурирует в пленках Эпштейна, то, о ком вы говорите, благодаря которому у Стармера возникли проблемы. Он же
радостно сообщал, что его спасало, значит, от проблем, связанных с пленками Эпштейна, то, что он гомосексуалист. Есть моменты, когда ты радуешься тому, что ты гомосексуалист. То, что они живут с мужчинами, не скрывая, находятся в браке, там, гордятся этим, соответственно, общаются в определенных сообществах. А вообще вот все то сообщество Макрона, например, то, что у него на официальных должностях министром юстиции, министром там еще чего-то, были тоже гомосексуалисты открытые, которые официально находились в браке, и люди к этому нормально относятся. То есть чему мы удивляемся? Мы просто увидели, нам приоткрыли завесу, как вообще существуют, действуют элиты, на что они способны, когда у них есть бесконечная власть и безлимитный счет в банках, потому что Федеральная резервная система принадлежит таким же черным шляпам, которые стоят за всеми этими процессами. Они печатают деньги столько, сколько они считают нужным, и, соответственно, управляют всеми процессами. Как можно вообще говорить, что проблемы у Стармера, если у них в королевской семье, вот в этой прекрасной монархии, которая изображала Бабалида в своих шляпках и со своей улыбкой Джоконды, понимаете, сидя в каретах и помахивая своей ручкой, значит, вдруг выяснилось, что из ее помета, вот этих вот крыс, которых она наплодила, один из ее любимых сыночков, принц Эндрю, тоже является, скажем так, любителем вот этого всего извращенного удовольствия. То есть, что уже даже настолько там все плохо, что королю Карлу Третьему пришлось его лишить всех титулов, потому что они уже никак не могли его отмазать и никак не могли его, скажем так, отбелить от вот этих всех делишек, связанных с островом Эпштейна. Ну, не говоря уже о том, что это же все только сейчас скрывается. И по большому счету Трамп исполняет свое предвыборное обещание. Ну, то есть тут мы можем увидеть и положительную сторону этого процесса. Оказывается, в Соединенных Штатах Америки все-таки президенты, они худо-бедно, через пень-колода, но, по крайней мере, выполняют свои предвыборные обещания. То есть Трамп, когда шел на свой второй срок, он обещал американскому народу, своим избирателям, что он обнародует файлы Эпштейна, потому что вот эта вся тема с файлами Эпштейна, она уже последних лет 10 как минимум фигурирует. Ну, То есть там сам же... Трамп, это его была часть предвыборной кампании. Ну, так я о чем и говорю. Но я имею в виду в информационном пространстве. Почему он вынужден был опираться на это обещание, и люди об этом знали, потому что это так или иначе просачивалось в прессу. То есть люди, американские налогоплательщики, они уже были в курсе этого всего, и они хотели получить ответ на вопрос, доколе вообще эти элиты будут, как говорится, людей использовать просто как баранов, которых они могут ловить и резать, и снимать с них шкуру. И они должны были найти того человека, который, пользуясь властью, это все обнародует и приведет это все к какому-то, ну, скажем так, приговору, наказанию, по крайней мере, хотя бы приговору от общества и осуждению, как минимум, не говоря уже о том, что осуждению каких-то людей, которые там засветились. Сидит же там это Гиллиан Максвелл, и, в общем-то, я думаю, что какие-то еще процессы будут обязательно после того, как обнародованы эти файлы. Другой вопрос, что и в Польше там уже какие-то политики вынуждены были уйти в отставку, да, там в Чехии, по-моему, там политики уходят в отставку, там в Словакии, то есть те, которые фигурировали в пленках Эпштейна и знают, что их рано или поздно догонят, и они таким образом упреждают, скажем так, удар по системе управления, да, отходя в сторону.
Но на Украине вообще ничего не происходит. По-моему, только на Украинушке и Зеленский, и Ермак, и все они вместе взятые, они еще будут гордиться. Я состою в списках Эпштейна. Да, смотрите, я извращенец, маньяк и убийца. Мы поставляем детей к королевскому двору. Мы торгуем органами. Мы принимаем закон, что 14-летние девочки уже могут выходить замуж, если они забеременели. Мы гордимся своими достижениями. Обращайтесь к нам, приезжайте в Украину. Здесь можно курить наркотики, насиловать детей, убивать русских. Здесь сафари, здесь вообще и горный бизнес процветает, наркотики, торговля оружием. Вообще все то, что в мире люди пытаются купировать и контролировать, и избавиться от этого, на Украине все разрешено. Так, То есть подождите, это а вообще... зачем, опять-таки, я тоже сталкиваюсь с тем, что по-разному трактуется это. С одной стороны, говорят, ну, мол, ну, такая возможность должна быть. Я имею в виду брак по новому гражданскому кодексу, который будут принимать для девочек 14 лет, да, в случае беременности. Вот в Советском Союзе было 16 лет, там можно, да, это уже как бы в Украине. Только в нескольких республиках, именно южных, где дети созревают раньше, чем обычно. Это было на Украине, и это было то ли в Казахстане, то ли в Узбекистане. То есть не везде. В Советском Союзе с 18 лет только был разрешен брак. Нет, ну Не смотрите, с 16. это же зачем-то сейчас делается. Ну вот тут очень странно понять, зачем. То есть, как бы, тут вмешивается просто сюда очень много факторов. Да? Фактор детства, защиты детства, как понятие, да, как ну, определенный, ну, скажем так, блок прям международных прав человека, да, это большая составляющая международных правовых норм. А тут мы вот делаем вот такое послабление. Ради чего, почему именно сейчас? И, собственно, ну, тут, простите, конечно, может, там просто не дочитались, да, это так повписывали еще бог весть когда. Или это все осознанно делается во время войны? Хто не дочитався? Олена Кондратюк? Дружина Олександра, як його там, Богуцького, який вже давно очолює медійну компанію Пінчука Кучми, вони не дочиталися. Все они дочиталися. Потому что Украина – это не государство, это концлагерь. А в концлагере нет никакого детства и защиты детства. Саша, какое может быть защита детства? Я вам говорю, как многодетная мать, детей, которых репрессировал государственный орган, который даже не имел на это права, имеется в виду консульство Украины. Это не суд, и они не имеют права принимать самостоятельное решение, лишать граждан гражданских прав, тем более малолетних детей, не продлевать им паспорта. О каких вообще можно говорить защитах детства? Когда Оксен Лысовый вообще, этот леший, понимаете, возглавляет Министерство образования, и когда детям запрещают на собственном родном языке разговаривать на переменах, устраивают буллинг, и это делают взрослые люди, учителя, детям запрещают разговаривать, и по сути на них травлю устраивают. Когда детей заставляют в школе, взявшись за руки, по всем этажам вдоль этой самой стены стоять и спевать песни, гимна «Ще не вмерла Украина», когда вообще они переписывают историю, и когда они перед тем, как детей накормить в детском саду, перед тем, как им дать кашку или супчик, они устраивают хвилинку памяти вообще, вот эту некрофилию развивают, ненависть к русским развивают, вот эти все «Батько наш Бандера» спевают, когда они книжки жгут у них на глазах, когда они памятники валят, когда они историю переписывают. О каком детстве, Саша, о каких правах вообще идет речь? Естественно, они отвезли детей под предлогом того, что якобы война в Турцию, якобы это детский дом. И вот этих вот детей насиловали там эти самые сотрудники отеля. Девочки забеременели 14-16-летние. Теперь, конечно, нужно дать возможность им постфактум, понимаешь, свою беременность каким-то образом, ну, не побоюсь этого слова, там, легализировать. Я не знаю, это, может быть, они как благо считают. То есть считается, получается, что девочки с 12, 13, 14 лет, они единственный
способ развлечься у них будет. Ну, у Эпштейна там остров, на самолете ты летишь, тебе красиво лобстерами кормят, там красивые какие-то женщины, коктейли, все шикарно в теплой стране, а в холодной стране, где нет света интернета, где нет бесплатных кружков, где нет школы адекватной с нормальными учителями. У ребенка должно быть единственное развлечение – найти мужика какого-то, воячка, героя, який не вмирає і не вмер, і який працює в ТЦК, наприклад. І в нього є гроші, а в мамки з папкою грошей нема, тому що роботи нема, холодна квартира. То йдеш до дядька і береш, як то кажуть, своє від нього, тому що він тобі заплатить за те, щоб ти з ним оце грілася, сугрілася. То есть они, Да, вот дети вы в этом бухают, отношении, дети курят, вы дети в этом, беременеют. Вообще вы, никто не занимается этими вы детьми, в этом понимаешь? отношении А эти правы. подонки, извини, Саша, я закончу, принимают в этой Верховной Зраде закон про то, что ну давайте, значит, мы это все теперь еще и легализируем, как будто это нормально теперь у нас тут. Вы в этом правы, знаете, в каком отношении? В том, что мы же смотрим, все же, ну, есть просто большинство людей не смотрят на тех, кто лучше, богаче, вот вверх смотрят, вот смотрите, Мгм. вот там вот это коктейли, там вот эти все вещи. А все происходит на твоем уровне, ниже уровнями, и ты просто должен соотносить, о чем вообще идет речь. А речь-то идет не о каком-то там, не о какой-то прекрасной возможности какого-то раннего секса, да, а о конкретных, ну, как это будет выглядеть на Земле. Вот там, рядышком, да, рядышком с тобой, в этой одноэтажной Украине, как это все будет выглядеть. Понимаете? И тут очень правильно, как бы, вот эта вот история о том, что военные ж повозвращаются. Повозвращаются ж военные. Будут, как говорится, новую нацию. Психическими травмами, Нацию Саша. будут новую как бы клепать, понимаете? Потому что на уровне демографии, конечно, это потрясающе. Зачем учиться? Давайте как бы рожать новых украинцев. А что, теперь это можно, теперь это по закону. Ну, то есть абсолютно какой-то, как это, да, архаичный откат назад, полная деградация. Но это преподносится как нечто такое прорывное, эволюционное. Странно это все. Саша, прости, я тебя дополню, но точнее я даже уточню. Когда ты говоришь одноэтажная Украина, это ты еще загнул. Это дети подземелья. Понимаешь, это людей загоняют в схроны. Вот эти конченые твари, которых воспитывала своей ядовитой грудью, вскормила Фарион, которые вылезли из схронов. То есть, когда страна строилась, когда людям предоставляли возможность ходить в светлые школы, получать высшее образование, там, путевка в жизнь и все остальное, и ты мог в любой момент бесплатно к этому подключиться. Они сидели в схронах, понимаешь, и плевать они хотели на любые вообще социальные процессы, которые давали возможность простым людям вести нормальный, здоровый образ жизни, развиваться обществу. То, что говорят, что Сталин, понимаешь, и его, скажем так, Советский Союз дал возможность людям, которые сидели в подземелье, получать образование дворянское. Люди из деревень, понимаешь, получали степени профессоров, понимаешь, и занимались, как говорится, великой наукой, творчеством и всем остальным. А сейчас проходит в Украине обратный процесс. То есть людей, которые нормально жили, там ходили в школы, в садики, бантики, там песенки, праздники и все остальное, и хотя бы у человека более-менее какой-то нормальный образ жизни маячил впереди, они все это уничтожают полностью. А что они предлагают взамен? Вот, давайте ви воюйте, хлопчики, а тут вас будуть чекати дівчатка молодесенькі, бо всі здорові вже і дорослі, вони повиїжджали вже, вони потікали, вони в останній момент зрозуміли, що тут буде відбуватися. Похватали своїх дітей і давай ген-ген на Канадійщину, оце там, де притула їх помітив. О, діточки мої бідні, вони ж вже не повернуться до Українушки. А хто туди повернеться? Там, де закони, де 14-літні
них могут изнасиловать, а потом скажешь, ну ладно, хорошо, женюсь уж на тебе, оформим брак, как говорится. Что они предлагают? Что Зеленский предлагает украинским детям? То есть своих детишек он вывез в Британскую империю, как говорится, с этими самыми, с документами, с баблом. Они сидят в замке, и там их, как говорится, бонны воспитывают. Мамка, папка Вовкины тоже сидят в Бурж-Халифа, понимаешь, кум королю и сват министру. А что он предлагает украинским детям? Украинским детям, когда он говорит, что мы будем убивать по 30-50 тысяч русских в месяц, когда он вот этих вот назначает министров, таких как Федоров, когда он фотографуется и видає відзнаки Притулі и Стерненку, которые собирают деньги на войну и на смерть. Что вообще эти дети могут увидеть в дальнейшем? Кроме мерзости запустения, изнасилования, грязи, некрофилии и кладбищ. В конечном итоге кладбища нас объединяют, как говорится. И когда у тебя нет никаких перспектив, суицидники как можно быстрее пытаются отправиться на кладбище. Когда им говорят с экранов телевизоров, сидять всі тупі тилиці і таким умним видом беруть інтерв'ю у якихось експертів, які, значить, вчора десь стояли, хвости крутили свиням, десь в селі своїм вонючим, ні одну книжку не прочитали. А сьогодні вони експерти і розказують, та що, ти все одно помреш? Хто це розказував? Що все одно помреш, неважливо де і коли. Так хоча б піди в окопи, кинь, значить, гранату в тих москалів проклятих. Що ти сидиш там десь під лавкою, ховаєшся у мамки під кроваттю? Іди воюй, падло ти таке. Вы знаете, ввиду этого абсолютно не понимаешь, какой выход, да? Потому что, ну, вот люди, они же, ну, которые, понятное дело, все хотят мира, но очень много тех, кто заинтересован, чтобы мира не было. Сейчас разгоняются вот эти все вбросы, причем неназванные источники, российских, например, средств массовой информации, зарубежные источники, например, ТАСС. Да. Вчера нам говорили о том, что Россия как бы хочет, чтобы все страны признали территориальное приобретение, ну и вывод войск из Донбасса. Сегодня опять как бы такой слив, что Украина требует каких-то гарантий безопасности, что россияне не пойдут на Одессу. Причем сейчас эту новость трактуют вообще по-разному, перекручивают, местами слова меняют, в том плане, что вот Россия собирается на Одессу, не дает гарантии, Украина просит. О каких гарантиях сейчас может идти речь? И кажется, что вот эти люди, о которых мы с вами говорим, которым встегивают новый гражданский кодекс, которые сидят без света. Вы говорите про экспертов. Выходит же эксперт и говорит на экспертном уровне, говорит, слушайте, у тебя же там есть этот экофлоу твой какой-то, зарядная станция. Так вот, для того, чтобы заряжать экофлоу, тариф будет другой. Ну, ты ж типа хранишь эту электроэнергию. Мини у тебя хранилище. Там плати немножко по-другому. Да, то есть это что не просто свет есть, ты включил, пользуешься. Такой тариф. А вот если ты сохраняешь, это означает, ты же как бы, да, ты же проводишь какие-то операции с этим светом, заплати больше. И все кивают гривами, говорят, ну да, ну логично, конечно, такая тяжелая ситуация в энергетике. Такая же тяжелая. Ну а без этого никуда не денешься. И все будут платить. А началось все, например, с вот этого эксперта, да, который вчера так говорит. У людей не осталось надежд, и эти люди, кажется, примут все. Но тогда возникает другой момент. Так, а кто решает, каким будет это все? Американцы как-то, им, по-моему, вообще все равно. Донбасс, не Донбасс, территория, не территория, граница, не граница. Ну, вот как-то так им, да, абсолютно индифферентно. Рубио выходит, говорит, мы сделали большой прорыв до конца года. Будем так действовать и дальше. И все так развели, всплеснули руками. В смысле до конца года? То есть эту волынку, вот эту абудабскую, да, следующий переговор, может, в Майами будет,
они будут тянуть, вот тянуть годами, и, собственно, им все равно. Россияне неоднократно заявляли, что да, вот будем достигать своих задач, пока не согласятся. Зеленский, так тут вообще, мы тоже вы упоминали выше, да, ему как бы это все на руку. Получается, что нет субъекта, который выйдет и скажет: все, война закончилась. Но не может же так быть, чтобы его вообще не было. Может, кто-то есть, а мы просто не видим. Может быть, кто-то и есть, но мы просто не видим. Это может быть Господь Бог, мы его просто не видим. Он где-то есть, понимаешь, но мы его пока что не видим. Но мы увидим обязательно, понимаешь, когда люди кап-кап-кап накапают своими грехами полную чашу, вот тот стакан, который наполовину пуст или наполовину полон, и когда божественный, скажем так, промысел и божественные жернова повернутся в другую сторону, люди так увидят, что мало не покажется. Будут бежать и переворачиваться, потому что Бог, как говорится, Он долго терпим, но в один прекрасный момент какая-то капля становится последней. И если просто почитать, скажем так, Писание, то мы же знаем, что вот этот вот потоп всемирный, он не просто так случился, когда разверзлись небеса и начали, как говорится, хляби небесные на землю падать до бесконечности. И за что Бог уничтожил вот то человечество? За то, что их грехи, разврат, отсутствие вообще совести, достоинства и стремление, желание быть человеком, а не скотом вообще, тварью, понимаешь, безрогим вот этим чертом. Оно, в принципе, ну, скажем так, захлестнуло все возможные пределы. И я думаю, что если еще пока что не разверзлись хляби, и Господь Бог не наказывает людей, это лишь потому, что какое-то количество праведников, людей достойных, которые надеются, верят, борются, на своем месте что-то делают, остаются людьми вопреки всему, еще существуют на этой планете, поэтому есть надежда. Но дело в том, что эти люди должны управлять процессами. Но так как они угнетены и сидят под лавкой, и боятся собственной тени, и говорят: ой, от нас ничего не зависит. А что от нас зависит? Ничего не зависит. Ну, так вот все живут, и мы так все живем. Ну, вот поэтому вот так вот все это и происходит, Саша. И по большому счету, я не знаю, американцам, а что им не плевать вообще на то, что происходит? Это что, у них на земле происходит? Это в их стране, это они должны решать свои вопросы. Они, когда у них начинаются проблемы в Миннесоте там, или еще где-то, они отправляют свои войска, там, айсы или еще что-то, решают как-то их, границы закрывают, там, каких-то нелегалов вывозят за пределы страны, там, какие-то законы меняют, думают о том, как бы денег заработать на любом ввозе и вывозе продуктов и товаров в Америку, чтобы повысить уровень жизни своих граждан, чтобы у них ставка была ключевая, там какая-то минимальная, чтобы они могли кредиты брать, чтобы они своих детишек кормили. Соответственно, они делают все, чтобы выбросить все свои социальные проблемы за периметр своего государства. И, соответственно, как это и водится, как все пираты, они грабят все территории везде, где только могут дотянуться, и где лохи им не сопротивляются, а соглашаются, еще и радуются. Давайте бусы нам побольше. Ссыте на нас, срите на нас с вершины. Нам все нравится. Мы вот детей своих вам отдаем. Вот девочек 14-летних, пожалуйста. Это же не наши дети, это не наша земля. Берите нашу землю, наши редкоземельные металлы, наши города. Нам ничего не надо. Дайте паспорт вообще, возьмите нас на свой пиратский корабль. Ну а кто должен вообще заниматься тем, чтобы на Украине был мир? Кто вообще, Саша? Ну вот смотрите, мы, по крайней мере, хотя бы, благодаря вам, предположим,
Тому что вы нон-стопом, просто нон-стопом вот это вот сидите в эфире и пытаетесь хоть какую-то информационную повестку определенного толка, когда люди пытаются достучаться до сознания. Это же тоже колоссальная работа. Вы могли бы этого не делать, но вы это делаете. И люди, которые к вам приходят, так или иначе, по-хорошему или по-плохому, из своего представления о прекрасном, что должно быть правильно в этом мире. Но они, по крайней мере, неравнодушные, они пытаются хоть как-то на своем месте что-то делать, понимаешь, делятся собственным опытом, какими-то там мыслями по этому поводу, пытаются объединяться, получается у них или нет, но как-то они это делают. Люди, которые нас слушают, они тоже на своем месте стараются остаться людьми. Они приходят к этому сигналу эфирному для того, чтобы, знаете, воздуха подышать, как кислородная подушка, и понять, что не все сумасшедшие, которых я вижу вокруг. Есть еще нормальные люди, которые думают так, как я, и моя голова, она еще не сошла с ума. Есть еще возможность подключиться к каким-то информационным потокам, где люди мыслят по-другому. Но, значит, этих людей должно быть больше. Но для того, чтобы стало больше таких людей, как мы с вами, которые стремятся изменить эту ситуацию, договариваться, находить точки соприкосновения, объединяться, менять все в лучшую сторону, возвращать те стандарты, которые мы знаем. Если бы мы этого не видели и не знали, что так бывает, если бы мы в этом не жили и не видели это в реальности, то, наверное, нас бы считали сумасшедшими и считали, что типа, ой, вы там о чем-то там мечтаете, непонятно о чем. Как Иисус Христос приходил к диким племенам и рассказывал, что Бог есть любовь, что не надо никого насиловать, убивать, желать, воровать, понимаешь, и там заниматься вот этим блудом, а можно любить друг друга, помогать друг другу, и будет вам счастье. Так для тех диких людей Иисус Христос был каким-то мечтателем кремлевским, извините. Это просто такое расхожее выражение. Но мы-то жили в этом обществе, мы-то помним, что это все возможно и было. А теперь мы должны подумать, а кто, зачем и с какой целью это все разрушил? Кто вообще отобрал у людей электростанции, которые строили наши предки для нас, чтобы дешевая электроэнергия, копеечная по сути, нам текла в дома, как говорится, в холодильники, в Не-не-не, телевизоры подождите, и во все подождите. остальные Не-не-не, гаджеты. не гаджеты. Чтобы предприятия работали благодаря этой энергии, чтобы Понятно, это, ну, а Нет, все это одно и то непонятно. же. Это не одно и то же. Если крупные гиганты, которые строили самолеты, которые строили турбодвигатели, Запорожский вот этот узел, да, Днепровско-Запорожский, там другие, это же ведь строилось не просто так, вот, копеечное, там, для того, чтобы свет. Нет. Понимаете? А нам сейчас как бы рассказывают какую-то вообще, какую-то небылицу. Я очень скептически отношусь, и у меня когда на канале звучит эта мысль. Слушайте, помните, ну, вам тоже, наверное, попадается, и многим из наших зрителей попадаются люди, например, есть такие теории, что вот эти, там, например, большие двери, ворота, или там, например, города, которые ушли под землю, это какая-то цивилизация, прошлое, более развитая во всех технологических смыслах этого слова, а потом, собственно, и города там подселяют, да, что пустые города на фотографиях, вроде как куча домов, куча всего, а там 3 калеки ходят, сфотографировано, да. То есть, что это, ну, есть, это как увлекательная такая конспирология, это всегда было, но Нет, это называется альтернативная история. но смотрите, ну вот ты вот смотришь на это, и ты примерно понимаешь, что происходит вот сейчас, если люди просто могут сравнить. То есть огромнейшие предприятия, Днепрогэс, атомные станции, вот эти турбинные заводы в Харькове, еще о них никто не вспомнит уже вот сейчас. А хотя прошло там каких-то условных 10 лет. А ну представьте, а мы сейчас говорим, например, об истории там 300 лет, 500 лет, да, или там 600 лет, или 1000 лет. То есть вы понимаете, насколько быстро стирают память, быстро это все, поэтому да, да, электростанции для того, чтобы что-то производилось, рос потенциал и все остальное. И это строили совсем недавно, условно, там наши бабушки, ну, так вот, бабушки, отцы, да, вот в этом духе. Понимаете, я вот... Но, Саша, вот далеко ходить не надо. А завод «Азовсталь», этот гигант,
который вообще, по сути, стал военной площадкой игровой, где его громили, бомбили, и все равно были еще там бункеры, подземные какие-то хранилища и какие-то места, которые строились нашими предками и могли выдерживать прямой ядерный удар по территории этого завода. А Каховская ГЭС, на которой я выросла и которая была реальностью моей, а сейчас ее нет, там десь якийсь Дніпро, якийсь там. Редкая птица долетит до середины Днепра, это было, вообще было. А сейчас, я не знаю, там русло, во что оно превратилось, лесом поросло. То есть уже даже никто и не вспомнит. А если будут Оксаны Лісові, и, значит, вот такая система образования, которая только ненависть сеет, и дівчаток будуть 14 років, значить, уже робити сексуальними, скажем так, предметами, і там будуть писати в книжках, що в Гітлера боліла душа за волелюбний український народ. Хто узнає о том, что Украина была высокотехнологичным государством, что, по сути, на ее территории был размещен военно-промышленный комплекс. И, в принципе, вот эти все электростанции, они, вы правы, работали для того, чтобы военно-промышленный комплекс, могли заводы подземные работать, понимаете, серьезнейшие, и чтобы была постоянная электроэнергия, которая могла вот этот бесперебойный цикл обеспечить. Но мы теперь смотрим над тем, как Запорожскую электростанцию все никак не могут подеребанить и поделить. А в это время, оказывается, Зеленский с Ермачком майнили там крипту, понимаете? То есть электроэнергия же никуда не девается, если атом уже вскрыт, и он постоянно, вот этот процесс распада его происходит, он постоянно эту энергию выделяет, то ее каким-то образом используют. То есть ее отключили от людей, люди, значит, не могут получать ее, потому что все сети уничтожены, все передающие, значит, вот эти вот моменты, они разрушены, разбомблены, но сама станция, она прекрасно эту электроэнергию производит. И Трамп замечательно со своей семейкой хочет тоже подключиться к этому майнингу, и для этого он отправляет своих доверенных лиц в лице Кушнера и Виткофа, чтобы договориться с русскими, дайте нам энергию, намайнить нам крипту, если вы не хотите вот это вот население вообще брать, как говорится, в свою надежную компанию и обеспечивать им нормальное существование. Точнее, они сами не хотят или вы не хотите. Короче, вы тут не можете договориться, а электроэнергия, добро, как говорится, пропадает. А что нам мне на этом не заработать? Саша, ты понимаешь, если... Ну, а в особенности, если еще вот пойти по пути вот этой альтернативной истории о том, действительно, а кто строил вот эти города, которые похожи друг на друга, как сестры и братья по всей планете вообще, и по большому счету не имеют отношения к вот этим разным так называемым традиционным цивилизациям. То есть, если вот так вот покопать историю и действительно, может быть, спуститься вот в эти все библиотеки Ватикана, то, наверное, мы узнаем очень много интересного. И кто управляет вот этими процессами стирания истории? Кто вообще вот эти поколения людей, которые не оправдали, что ли, какие-то надежды? Или, может быть, подошли слишком близко к процессу какого-то квантового скачка и понимания своего существования на этой планете и своей роли здесь, на этой планете? Потому что каждый человек является источником энергии, и эту энергию он черпает из эфира, а не просто так непонятно откуда. И что вот эти все разработки Теслы, которые были успешно уничтожены и потом скрыты, и где-то же эти файлы, как говорится, существуют, не только что рукописи не горят, но и технологии, они где-то припрятаны. Вот эти все Wi-Fi и вот эти все возможности, которые вдруг для нас открылись, о которых мы даже не мечтали или смотрели в каких-то далеких фильмах детских, понимаешь, вдруг они на нашем веку стали абсолютно реальными. Значит, их же кто-то выбросил, понимаешь, кто-то их обнародовал, кто-то ими управляет для того, чтобы дальше создать такую систему, где можно каждым человеком управлять, как Федорів нам робить країну в смартфоне. То есть у тебя уже нету города, нету страны, нету твоего дома, твоего подъезда, твоих друзей, твоей школы, понимаешь, и твоего детского садика, там все разрушено.
Но зате в тебе є країна в смартфоні, і ти маєш якесь відношення до нього, і ти должен зарегистрироваться в ДИЕ, и ты обязан там какие-то налоги платить, и ты должен быть привязан к этой системе, ходить в их консульство, получать их документы, трястись как заячий хвост, что тебя отловят с твоим паспортом и отправят воевать, где бы ты сейчас ни находился, куда бы ты ни отбежал, на Знаете, Канадийщину чи на вы Вашингтонщину. знаете, тут в этой связи, так, чтобы точку поставить, я хотел бы вспомнить, ну, это как вспомнить, сейчас идет такой потужный хайп, Собчак и Гордон. Есть такая Катя Гордон, бывшая жена Александра Гордона. Ну, в общем, то есть это как бы мало украинцев касается, но это очень интересно посмотреть было со стороны. Значит, и у них типа интервью. Они там друг друга недолюбливают, там Собчачиха она там называет эту Собчак, да, это, она юрист, певица, в общем, тоже там известная, это Катя Гордон. К Гордону не имеют отношения, к украинскому, просто я так объясняю, да. Есть такая Катя Гордон и Собчак. И Все там, Гордоны друг к другу имеют отношение. Саша, запомните, это не черные лебеди, а черные шляпы. И да, они так друг вот. друга И идентифицируют. там много таких эпизодов было, да, там она отвечала на вопросы, говорит, что, в принципе, Собчак избрала такую модель, как вот, помните, мы с вами Арестовича обсуждали, да, вот, типа, интервью-допрос, а вот вы сказали в том году, а сказали сейчас, а вот это вот. И там был такой эпизод интересный, когда, ну, там, Собчак, как выяснилось потом, она до интервью говорит, вы тоже можете мне, типа, задавать вопросы и все остальное. Ну, и как-то они коснулись, говорит, да, есть еврейская кровь у меня, говорит Собчак. И тут сразу вот в ответ на вот эти атаки Собчак, Гордон говорит, так а у вас есть израильский паспорт? Та как бы говорит, нет, я не комментирую, типа, а к чему, почему это важно? А оказалось важно, и аргументация просто блестящая. А я должен понимать, а кто мне задает этот вопрос, от чьего имени он звучит? От имени, ну, условно, российской дивы, да, львицы, тигрицы светской, российской, Ксюши Собчак, или от гражданки Израиля с вот этим паспортом. Поэтому, когда вот вы упомянули там паспорта, вот это, слушайте, ведь это же, если так посмотреть на многие вещи, становится просто под этим углом многое понятно. И переговоры с американскими гражданами, которые ведут американцы и русские со стороны Украины, переговорщики, понимаете? И там другие моменты. Так от чего имени тогда это все происходит? От имени какой структуры, ну, то есть если это мне задают вопрос Израиль, ну, простите, да, то есть я могу отвечать, могу не отвечать, могу вообще... Это будет один ответ. Если это будет как бы интервью светское, как они выставляли, обставляли для того, чтобы хайпануть, то это будет другой ответ. И это тоже всегда надо держать в уме. Ну, начнем с того, что Ксюша совершенно не скрывает, что у нее израильский паспорт. И когда у нее были тяжелые времена, она бежала именно в направлении этой страны, и именно с этим паспортом она пересекала границу. Мало того, она не скрывает и гордится дружбой, например, с прекрасным Владимиром Зеленским. Если вы помните, она неоднократно приезжала в Украину, поддерживала его. Значит, у Владимира Зеленского есть братья Шефиры, которые тоже не скрывают и гордятся, что они граждане не только Украины и не столько Украины, и вообще Украину они воспринимают как, скажем так, территорию, с которой они окормляются. Вспомним опять же господина Миндича прекрасного, куда же он побежал за господином Цукерманом, не в Израиль случайно. Ну а дальше мы вспоминаем Виткофа и господина Кушнера, который вообще не скрывает, что он является членом, значит, религиозной организации еврейской Хабад. И, собственно, еврейское лобби, которое полностью засело во всем американском Сенате, и каждый сенатор
включая Линдси Грэма, вне зависимости от того, он демократ или республиканец, который имеет отношение к Израилю, значит, и к его идее господства над миром, они, в принципе, лоббируют интересы именно этой этнической группы. Но, опять же, а потом мы перебросимся, например, к Виндзорам, дети которой, значит, бабы Лизы, все обрезанные. И, в принципе, они являются саксен-кобуртготские. То есть это вот та группа ашкеназов, евреев, которые двигались через тонкое горлышко и добрались до горлышка, значит, предыдущих династий, которые правили в Британии. И дальше мы можем прекрасно, значит, перекинуться на другие регионы, где Эпштейн находит своих. И через принадлежность к определенной группе крови он решает свои политические, финансовые, сексуальные и любого рода вопросы. Потому что там, где есть, как говорится, родственник по крови, они всегда найдут общий язык. Потому что их религиозная сознание, оно мистическое. Им с рождения прививают превосходство над всеми остальными глупыми народами. Нужно послушать раввинов, которые, абсолютно не скрывая, в открытой сети об этом сообщают. И когда мы смотрим, например, на то же интервью Ксении Анатольевны Собчак и Кати Гордон, которая, значит, демонстрирует Кате Гордон, что вы, пардон, Миша, точнее сказать, Криса, то есть тефлоновая Ксюша Собчак, у которой железобетонная, как говорится, подписка. И если проследить просто за всем ее творчеством, мы же уже обсуждали это по поводу Арестовича, какая была колоссальная ошибка Алексея, не помню, не знаю, как его по отчеству, значит, рвануть на эту амбразуру. Точно такую же ошибку совершает в данном случае Катя Гордон и очень многие люди, которые думают, что Ксюша, юбочка из плюша. Но, как показывает практика, там, где Ксюша появится на голой вечеринке или еще где-то на каком-то мероприятии, потом у всех людей, которые там были, которые посчитаны, зафиксированы, значит, и присутствовали, появляются очень серьезные, колоссальные, необратимые проблемы. Поэтому, Саша, нужно просто зреть в корень. Все это написано в Библии, все это сказано. Фарисеи, которые распяли Христа и которые, значит, требовали у прокуратора и надзирателя, губернатора и, скажем так, хозяина от Римской империи этих земель: распни его, распни, и кровь его на нас и наших детях. Просто мы с вами, к сожалению или к счастью, не относимся к этой этнической группе, поэтому нам нужно это четенько осознавать. И когда нам предлагают: пойдите, друзья, и сами себя распните, ваших детей отдайте, значит, на поругание, ваших девочек 14-летних сдайте в сексуальное рабство, а мы вам создадим такие прекрасные условия концлагеря, что вы будете умирать просто не то что пачками, а вот просто регионами целыми, городами будете вымирать. Мы вам будем свет отключать, мы вам будем там создавать невыносимые условия, а вы типа молчите и, как говорится, терпите. Вот если люди будут это все терпеть и будут думать, что все, что сказано им в телевизоре, с умным лицом и с улыбкой, знаете, они же всегда такие хорошие, веселые, у них все хорошо, в Украине жить хорошо. Вы помните, этот раввин Каменецкий говорил: хорошая страна, хорошие люди, мы тут счастливы, приезжайте все сюда, к нам в Украину. То есть им в Украине хорошо. Ну, У и них как, знаете, сейчас президент. это такая новая мода. Ну, сейчас, вот, подождите, сейчас вот весна придет,
солнышко будет, весна будет, понимаете? В нашей культуре есть выражение «весна покажет, кто где гадил», понимаете? Да? А они все, вот это во всех эфирах, то есть эфир идет об энергетике. А он говорит, будем твое кафло налогом облагать, чтобы ты, будем там как бы отключение отключать сильнее, тут, ну, тут еще как бы немножко прикрутим, а тут еще прижмем. Тут вот бусификация, ломать, крутить, уже женщины срывают башню, хватает пистолет, травмат и отстреливается от них. Да, ну, а правоохранители пишут, да просто так мимо проходила, решила, увидела буст ТЦК, решила популять. Пуль, 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 понимаете? Ну, что-то случилось с ней во Львове. То есть тут вот со всех, куда ни кинь, везде клин, но всем говорят, но солнышко придет, придет весна и будет ознаменует нашу победу. Какую победу? Какая весна? Придет... Маленького народа над большой страной. Ты не помнишь, как Буданов зажигал семисвечник, и там стоял вот этот вот раввин, который говорил, что одна маленькая свечка и один маленький народ способен уничтожить большую-большую страну, над чем мы все и работаем. И вот то, что происходит на Украине, Саша, в особенности в свете списков Эпштейна и всего того, что они творили на острове с детьми, жертвоприношениями, с тем, что они пили кровь и насиловали, убивали людей, детей, то, в принципе, нужно понять, что все это они делают в промышленных масштабах. То, что происходит на Украине, это кошерное жертвоприношение. Если люди не знают, пусть они поинтересуются, что такое кошерное мясо. Это значит, что жертва, животное должно быть убито без, скажем так, страха. То есть оно не должно понять, что его убивают. Оно должно радостно пойти на смерть и думать, что все у него хорошо. Вот когда вот эта энергия страха не присутствует в теле животного, не разливается по его крови, вот такое мяско кушать можно, понимаете? А то, которое в страхе и когда дрожит, значит, вот эта жертва, то тогда вот образовывается вот этот адренохром, который они потом для того, чтобы свою жизненную энергию пополнить, они, собственно, и получают от вот этих вот изнасилованных и страдающих при создании вот этих вот условий смерти детей. И, в принципе, не нужно забывать, Саша, кто вообще рассказывает людям, что в Харькове том же, значит, там есть такой лес красивый. И в свое время, во время оккупации фашистов, там был детский концлагерь, куда они собирали детей, морили их голодом, чтобы у детей кровь очистилась. А потом приходили офицеры, значит, вермахта и СС, и им делали переливание детской крови славянской, значит, офицерам, чтобы обновить их здоровьечко, их и их женщин. Опять же, почему людям не рассказывают о том, что творилось в концлагерях, в Освенциме и прочем, где сотрудники этого концлагеря жили со своими женами, с детьми, и они так плохо жили, понимаете, не тужили, что, в принципе, у них вот эти все наряды, золото, все, что они снимали со своих жертв, которых они убивали, расчленяли, потом сжигали вообще их тоннами в печах, все это они сортировали, выбирали самое лучшее, золото, бриллианты, зубы вырывали, волосы с них срезали, понимаете, абажуры из их кожи делали. То есть почему-то славянские народы, украинский народ, где, в каком вообще бреду они выпили этот эликсир забвения, почему они забыли то, что с ними делали еще совсем недавно, 100 лет тому назад. Еще наши бабушки и дедушки это знали. Потому что, конечно, все рассчитывали, что это не повторится никогда. И, конечно, никто не хотел детям рассказывать эти страстные страсти и вот эти ужасы. Но нужно только вспомнить глаза этих наших бабушек и дедушек, которые вот так вот, понимаете, все время были бдительны. И все время говорили, лишь бы не было войны, лишь бы не было войны. Потому что война открывает эти хляби, эти адские воронки, где вот эти черти конченые, они заходят легко и режут всех направо и налево. И законы потом принимают.
А что, это ж вы эти законы принимали? Это ж вы не сопротивлялись тому, что да, каннабис, давайте курить траву в этих медицинских целях. Да, давайте с 14 лет замуж отдавать. Да, давайте органами торговать. Да, давайте разрешим суррогатное материнство. А что женщина? У нее же есть матка, орган. Мы ее оплодотворим как животное. Она вынесет нам ребеночка. Мы ей 50 тысяч долларов заплатим. Дальше возьмем с ребенком и не знаю, что будем с ним делать. Насиловать его, расчленять, поедать, кровь из него там пить, я не знаю, переливать. Что-то с ним делать. Это же не наш ребенок. Это какая-то женщина нам вынесла. Мы просто купили, как говорится, живую игрушку. Кто вообще с этим всем соглашался? Кто вообще на это все закрывал глаза? Не украинцы, не украинские женщины, не украинские мужчины, нет. Они не хотели об этом слушать, они не хотели об этом знать, они не хотели в этом участвовать, они не хотели этому противостоять. И продолжают не хотеть, а потом удивляются, что их уже режут, и некому, как говорится, бежать, и не у кого помощи просить. Да. Потому що, коли приходили русские і говорили, що ми вас спасаємо, що говорили українські україночки, телиці ці безмозглі, які ногті всім пилили. Вони казали, не надо нас спасать, москали Ну, смотрите, прокляті. тут же какой тоже момент, это очень важно. А сейчас не у кого помощи просить. Европа, Америка, у кого? Ну кто? Никто не никто не придет. Вот это как раз такой момент истины, в котором мы находимся, и вот по поводу этих переговоров тоже никто не придет. Никто не пошлет войска, никто не будет там, понимаете? Все, то есть все как бы, все становится понятно и на круге своя. Снежана Егорова была моей собеседницей сегодня. Благодарю за время и мысли. Спасибо, Саша. Друзья, после моего эмоционального спича, в любом случае, я хочу, чтобы вы помнили, если человек не отворачивается от Бога, Бог никогда не отворачивается от него. Если вы не чувствуете его присутствия, значит, вы от него отвернулись. Ищите истину внутри себя, и будет вам счастье. Друзья, добра и света, несмотря ни на что. Увидимся. До скорого.